life, a major part of their life fluctuating between these two things. Они тратят свою жизнь в основном вот между вот этими двумя полюсами. These are the opposite poles to each other. Это вот противоположные друг другу полюсы. Some moments he feels happy and joyful. Вот в какие-то моменты он чувствует себя радостным и счастливым. And sometime then the same person going down, depressed and sorrowful. А потом тот же самый человек, он опускается вниз и чувствует депрессию и прочее. Why like this? Why? Почему же так происходит? This is because all these motivations and all these things are governed by emotion. Это потому что все вот эти мотивации и вся эта деятельность человека, она управляется эмоциями. Suppose, ну вот предположим, there are many examples, of course. Вот есть, конечно, много примеров from our human lives. В нашей человеческой жизни. Suppose, вот, например, a young man and woman. Молодой человек и девушка Got into physical attraction. Вот из-за физического привлечения, притяжения друг к другу, which they call love, которую они называют любовью. And then they may say that we want to have a life for a divine work, for a good work and all these things. И потом они скажут, мы хотим иметь жизнь для божественной работы. It can be true if their attraction is not on this lower level. Это может быть так, если их привлечение не на этом низком уровне. But in most of the cases, because both of them are under the control of emotion, they could not have control on emotion, they are controlled by emotion. Но в большинстве случаев оба человека, и девушка, и парень, они находятся под контролем эмоций, а не эмоции под их контролем. Therefore, и поэтому there is an alternation of attraction and repulsion. Будет постоянная смена притяжения и отталкивания. In the beginning of their relationship. Ну вот и в начале взаимоотношений. So both of them. Оба из них. They see everything is very ideal, very good in other. Они видят все идеальное, все самое хорошее в другом. It may be a relationship between a young woman and man, or it will be a relationship with the friendship, anyway. Ну, это может быть и отношения между девушкой и парнем, либо могут быть просто дружеские отношения. When, as long as it is under the control of emotion, и если это находится под контролем эмоций, если они находятся под контролем эмоций, then these things will alternate. Тогда вот эти все вещи будут сменять друг друга: счастье, несчастье, удовлетворенность, неудовлетворенность, смелость, страх, уверенность и сомнения. Suppose when I feel that Vasudeva
I make a friendship with Vasudeva, and then I feel that it is very wonderful person, and например, я подружился с Васудевой, и я вот чувствую, он такой замечательный человек. And so it's very submissive and very good. And он очень хороший, очень там вежливый, помогает, еще что-то. So I find all the good qualities. И вот я вижу все хорошие качества. And I feel that I will make a strong friendship for the whole life with him. Я чувствую, все, мы теперь такие друзья на всю жизнь. Не разлей вода. Now you record this. Вот потом вы это записываете. To keep it as a proof. Чтобы это было как доказательство. And after 1 year, once again, if you ask me, и потом, если через год вы меня спросите, how is your friendship with Vasudeva? Ну как там твоя дружба с Васудевой? Then I say, вам скажу, yes, of course, he is a good man. Ну да, конечно же, он хороший человек. But of course, he has also но также у него есть и некоторые там вещи, которые, ну, не очень. See? Because it is not on the higher level, it is on the lower level, and with all these motivations controlled by emotion, that is why. Ну, это вот потому, что это не на высоком уровне, а вот на этом низком уровне, и все это под контролем эмоций. Now, if you ask me why you have changed your opinion, и тогда, если вы спросите меня, а почему ты изменил свое мнение? Then I say, of course, I expected that he will be he will behave according to my expectation, requirement. Ну, я тогда отвечу, ну, потому что я ожидал, что он вот так себя будет вести. So whenever I see that not everything is acceptable for him, what I say. И тогда вы можете видеть, что не все им принимается то, что я сказал. Then my opinion changes from one side to other side gradually. И тогда мое мнение, оно изменится от одной крайности в другую постепенно. After another 1 year, а потом еще через год, then you ask me, если вы спросите меня, what about your friend Vasudeva? Ну как там наш друг Васудева? Say, oh, я скажу, I have now another better friend than him. А у меня теперь есть гораздо лучший друг, чем он. Then you make me, you switch on and make me to listen what I said before about him in the starting. Ага, и тогда вы как бы, как это сказать, переключите меня, чтобы я вспомнил то, что я сказал когда-то раньше про него. Запишите. То, что там, вы мне покажете то, что записали в самом начале, то, что было записано в начале. Suppose what I said in the beginning about Vasudeva, Nandagopal has recorded on his Ну вот, например, то, что я сказал про Васудеву в самый первый раз, все это было записано. And after 2 years, а через 2 года, after 2 years, when I say that Vasudeva is, Vasudeva, and then Nandagopal switches on and said, listen what you said 2 вы years тогда ago. включаете свой диктофон и говорите, ну вот послушай, что ты говорил про Васудеву. And then I make my own new explanation for this. Ну, тогда я сделаю свои новые интерпретации того, что я сказал, объяснения. To justify my decision. Для того, чтобы себя оправдать.
So always my opinion is changeable from one end to other end. И вот все время мое поведение, мое мнение, оно меняется от одной крайности к другой. Yes, yes. So this type of instability you find in every decision, every aspect of the life. И вот эту вот нестабильность вы можете найти в каждом решении, в каждом аспекте жизни. Suppose I am in Visakhapatnam, and then when you come first, I say, I am here because this is a wonderful city, this is a very good place, and all these things I explain you. Ну вот, например, я в Вишакапатнаме, вы сюда приезжаете, я вам объясняю, я здесь в Вишакапатнаме, потому что это замечательное место, здесь очень красиво, хорошо. And when I go to St. Petersburg, I see St. Petersburg. This is really a wonderful place. А потом, когда я поехал в Санкт-Петербург, я увидел Санкт-Петербург. Вау, вот это действительно красивое место. And I try to find many better things than Visakhapatnam. И я постараюсь найти там много вещей, которые лучше, чем в Вишакапатнаме. And then I will shift myself to stay in St. Petersburg. И потом я перееду в Санкт-Петербург, потому что там столько всего хорошего. Then I say, I am very happy here in St. Я Petersburg. скажу, я здесь очень счастлив. So 1 year is over, 2 years over. Потом прошел год, другой. And after 4 years, И через 4 года you may not find me in St. Petersburg anymore. вы уже можете меня не найти в Санкт-Петербурге. And then, when you want to look at me, I am in Chicago. И потом, когда вы будете меня искать, вы меня найдете в Чикаго. Because I said, that is the real place to live. Потому что я увидел, да, и вот это вот настоящее место, чтобы там быть. So, for every 5 years, 6 years like that, И каждые 5-6 лет changing one place to other place. там, я меняю одно место за другим. So, if you are controlled by emotion, the whole life is spent like that. И вот если вы под контролем эмоций, то вот вся жизнь у вас так будет проходить. In homeopathic science, this attitude is what is called tubercular miasm. В науке гомеопатии эта вещь называется миазмом туберкулеза. Туберкулез, да. Vishnupriya saying it's good if he is just changing, but if he will find those who are responsible for all this. Some people who are responsible for this. Some people are responsible for this. to make you unhappy. To make you unhappy. No, if you are not under the control of your emotion, вот, да, если вы не, если вы не под if you are above your emotion, если вы над эмоциями, если вы не под контролем эмоций, then other persons cannot change you. Тогда другой человек никак не может на вас влиять. Other persons can influence you only when другой человек может влиять на вас, when you are emotionally involved with the other person. Когда вы эмоционально вовлечены.
And this is yes, yes, that is because of change in him only. Эти This изменения, is deep-rooted, the miasm, when the miasm is deep-rooted, вот миазм, он укоренен очень глубоко. then it will completely destroy the power of discrimination. И таким образом он полностью разрушает силу развлечения. So therefore, always the miasm tuberculosis makes the person not satisfied with any place, with any situation, with any person. И вот этот миазм, он делает человека неудовлетворенным в любой ситуации, с любым человеком, в любых обстоятельствах. So, an inconsistent behavior is the result of the tubercular miasm. И вот непостоянное поведение является результатом этого миазма. Маразма. So this inconsistent behavior is reflected in his thought, in his action, in his И вот это decisions вот and everything. непостоянное поведение, оно отражено везде, в его там мыслях, и в его чувствах и в действиях. And it makes him to make his own logic to support all this type of action. He builds up his own logic. И вот он строит свою собственную логику, чтобы оправдать все эти вещи, действия. And that is once again, that leads to self-deception. Deceiving himself. Self-deception. Deceive. Это ведет к обольщению. Это приводит к самообольщению. Самообману. And that is why his experience in his life is always changing. Sometimes very high mood and sometimes very low mood, and there is no balance. Поэтому его поведение постоянно изменяется, то вверх, то вниз. Вот такие скачки происходят. So when a person has such disturbance due to, because this disturbance is also can be created, it can be a result of the deep-rooted miasm. И вот это поведение, оно является может быть результатом вот этого глубоко укорененного миазма. And what was proved in the science of homeopathy is, И вот то, что было доказано в науке гомеопатии, это the miasm can be inherited, что миазм может передаваться, может унаследоваться by the next generation. Следующим поколением. And gets stronger and stronger in each generation. И становиться сильнее и сильнее в каждом из поколений. And that becomes, the miasm becomes it forms the substratum or the factor that makes his constitution susceptible to all the external influences. И вот в конце концов приводит
человека к тому, что его конституция становится уязвимой ко всем внешним воздействиям. It is proved by Hahnemann and his followers in homeopathy. И вот было доказано Ганиманом и его последователями в гомеопатии, что by a proper application of homeopathic remedy, через надлежащее применение препаратов гомеопатии, it is possible that gradually you can reduce the intensity and the influence of the miasm. Возможно, что чтобы постепенно уменьшить интенсивность и влияние миазма. But unless we keep a constant effort to work out with these defects which we have in us, но если мы не продолжаем постоянные усилия работать по работе над всеми недостатками, которые имеются в нас, once again we can fall into the influence of miasm. Тогда однажды мы снова впадем под влияние миазма. That is why the Ayurvedic science has given not only to cure to cure the person from a disease, but it has given a method, a proper method by a scientific routine. Вот именно по этой причине наука аюрведы, она дает не только способ излечения, избавления от какого-то заболевания, но она четко определяет, какие вещи нужно делать в повседневной жизни. And we have to all constantly try to keep up so that we once again may not fall back. И мы должны постоянно соблюдать их для того, чтобы снова не упасть. So, a lack of control is seen in almost every life. И вот недостаток контроля можно увидеть почти в каждой жизни. But it is not that we have to fight with it, but because if we want to fight with our emotion, with our mind, we do the effort with the same instruments. Но это не значит, что нам нужно вести борьбу со своим умом и с эмоциями. Если мы это будем делать, мы будем использовать тот же самый инструмент. Это невозможно. You find some people say, I am not able to complete my control my anger, and they become angry on their self. Некоторые люди могут сказать, ну вот я
полностью контролирую гнев, а потом вы тут же увидите, как он впадает в гнев. You find many people say, Так, таких можно часто встретить. I have all these things, anger, jealousy and all these things, I am more very sinful and all this. Ну, вот я контролирую все свои эмоции, я гнев, жадность, я безгрешен. And constantly by dwelling on this, you are not leaving it. You are not crossing it. When you constantly your mind, if you dwell on these things, negative things. Если вы постоянно своим умом пребываете в этих вещах, it is just like going into a temple or a church or mosque anywhere, and then say, "Oh God, I am a sinner, and I confess." You take off all my sins. Это точно так же, как если пойти там в церковь, в мечеть там, или в какой-то другой храм и сказать Богу: Господи, возьми все мои грехи и избавь меня от всех грехов. But if really the God says you need not be a sinner anymore, then we don't accept, because we want to erase the result of the sin really, but not the tendency to commit the sin we don't want to lose. А если нам при этом Бог скажет: ну хорошо, иди и не греши больше, этого мы не примем, потому что мы как бы пришли не за тем, чтобы не грешить, а за тем, чтобы Бог избавил нас от последствий наших грехов. It is just like if a robber is there, he continues his robbery everywhere, and then he also goes to the temple and offers something to God and says, "Please excuse me, please take away all my sins." And that is because he doesn't want to leave his evil acts, but he wants to continue that, but he wants the God to forgive him and to erase all his things. Ну, это вот примерно как вор, например, он там крадет в разных местах разные вещи, потом приходит в храм и молится Богу: «О, Господи, прости все мои грехи, но он освободи меня от последствий всех моих грехов», но он это делает для того, чтобы можно было потом пойти и дальше красть, чтобы не иметь последствий от своих действий. So there are many people like this, and таких довольно много. What they call God is their image of God, not really what God is. И то, что они называют Богом, это всего лишь только их образ Бога, их собственный образ Бога, но это вовсе совсем не сам Бог. For them, God is like something who can grant everything what He desires. Для них Бог — это кто-то, кто может дать им, подарить им все, чего они желают. This is all because of the emotional thinking about God also. Это из-за эмоционального мышления о том, кто такой Бог. So, what is to be done is by constant watchfulness. И вот через постоянное наблюдение. That means a constant observation of ourselves. Это значит постоянное осознание себя, наблюдение за собой. And uncompromising control. И бескомпромиссный контроль. Бескомпромиссный. One can detach himself completely. Человек может полностью себя освободить from undesirable emotional reactions. От нежелательных эмоциональных реакций. First, if he can completely control his own emotional reactions. Вначале, если он может полностью контролировать свои собственные эмоциональные
реакции